Добрый день, друзья! Сегодня такая тема, в общем, тиски у меня вот такие 72-го года. Вот, решил я их привести в порядок. Вот, а именно как? Значит, сначала я их зачищу при помощи шкурки, при помощи дрели, вот, с насадкой с такой. Вот. Значит, обезжирю потом, разработаю гайки все, вот, откручу все, разберу его полностью. Здесь вот этот сам механизм, вот, промою, обезжирю. В общем, ну все раскручу, вот, на части сделаю, разберу. И уже третья часть у меня будет покраска. Красить я буду краской по металлу. У меня она желтого цвета будет. Потому что обычной краской, ну, смысла нету. Металл должен, как говорится, ну, специальная краска хотя бы быть, чтобы попрочнее быть. Вот. А на данный момент у меня только желтая. Так что будет желтого цвета, более веселый, чем черный, грустный такой. Ну, в общем, сейчас я начинаю зачищать все это дело потихонечку. Ну, зачищается хорошо. Сейчас вы сами это увидите. Вот я с этой стороны зачистил все это дело. Вот, по более-менее вид такой стал, ржавчина сошла. Вот, остались там шкурка, это мелочи. Вот, сейчас уже боковые стороны буду делать. Вот эти уже более получше. С одной стороны и с другой стороны. И останется здесь также вот с торца. В общем, обшкурю все это. Насадка хорошая. Вот. То есть, в принципе, быстро проблем сейчас не будет. Значит, проделал я одну сторону, правую. Ну, снял лишнюю краску, которая отколупалась. Вот. Немножко зашлифовал. Вот некоторые места. Вот. Ну, старая, как говорится, сидит хорошо. И, в принципе, мне она особо и не надо, чтобы она прям все блестела. Главное снять старое покрытие, которое, ну, плохо держится, и все. Вот. Сейчас переставлю их на другую сторону. И я также в таком же порядке делаю другую сторону. Переставил на другую сторону. Вот. Здесь похуже чуть-чуть обстоят дела с краской. Но это не проблема. Будем шкурить. Зачищать сначала дрелью, потом шкуркой пройдусь. Значит, после того, как я проделал вот эту работу, зачистил дрелью, насадкой. Вот такой станочек наш. В принципе, получился неплохо. Кстати, он 72-го года. 72-го года. Цена его 4,80. Значит, дальше я иду. Буду откручивать все эти приспособления. Вот. Разоберу его на части. Ну, заодно посмотрю, что там. И буду обезжиривать потом. Значит, приступаю к откручиванию всего этого. Так, сначала вот эти зажимчики снимем. Внутри вала мусор, стружка. В общем, все это буду промывать. Внутри тоже стружка одна, везде все грязное. Ни разу не мылось и не чистилось. Так, снимаем сначала вот эти, открутим. Так, кидаем в коробочку. Все ржавое, все будет защищаться. Дальше. Так, с этой стороны снимем. Все снимем, все промоем.
Где-то зачистим еще чуть-чуть. Так. Теперь будем снимать вот этот саму резьбу. Зажим вот этот крепится типа как подкова такая на 2 болтах. Вот сейчас мы эти болты вал снимаем, шпильку эту. Это зачистим чуть-чуть. Здесь зачистим. Вот потом все это сюда. Значит, потом здесь все это промоется. Так, теперь вот это снимаем. Откручиваем гайки. Гайки стали как новые. Открутим от китайским ключом. Шпильки, когда ставить будем, тоже смажем. Гайки я красить не буду. Вот, я их так оставлю первоначально, потому что смысл их красить, когда их все время закручивать, краска все равно будет портиться. Я их просто зачищу. И вот эти вот шайбы. Вот просто блестящие. Так, ну теперь снимаем. Так, что-то упало. Так, вот они болты. Вот из чего вот эта плита. Эту плиту тоже сейчас почищу шкурочкой, может быть. Этой пройдусь машинкой. Так, ну вот такой механизм здесь. В общем, и все я прочистил, все разобрал, все отполировал, все болты, считай. Вот, все прошелся, все, ржавчина все обработал, все детали со всех сторон. То есть, чтобы мне уже не возвращаться к этому делу. Так, единственное, что я забыл, это вот здесь еще с этой стороны открутить спереди болты. Так, ну вот, сейчас я вот это еще отполировываю, зачищу, вот, и наливаю обезжириватель и промываю все эти детали. Сейчас я это дело все зачищу вот таким способом. Положил дрель и вот так просто. Вот таким макаром я, в принципе, все болты, все, что открутил, все так и делал. Ну вот, я отполировал эту деталь, все зачистил. Сейчас я обезжиривать, все это обезжиривать буду. Вот. Все, перемещаемся на обезжиривание. Значит, вот такой обезжириватель у меня. Значит, что написано? Применяется для полного удаления всех типов масел, жиров с любых поверхностей перед окрашиванием и склеиванием. Вот. Значит, вот такой применяю. Налью немножко в бутылочку. Все. Много не надо. Начнем промывать все. Обезжиривать. Вот беру кисточку и вот таким макаром аккуратненько все это промываю. Но после того, как я обезжирил все вот эти механизмы, положил их на газетку, теперь они у меня просушиваются. И третий этап заключительный — покраска. Начинаем красить. Цвет у меня желтый, краска по металлу. Вот. Красим все в желтый цвет. Покрашивать где-то будем
в 3 приема, наверное. Вот все это дело. Первый прием пока высохнет. Все это дело. Потом второй уже будет. Ну и третий уже финишный. А вот что у нас получилось после того, как мы покрасили. Вот такие детальки у нас получились. Теперь мы это все дело собираем. Вот получились такие тиски. Собрал их, промазал все. Вот в целом получилось неплохо. Главное, цвет желтый, их всегда видно. Ну, где-то еще подкрашу местами. Вот. Так все крутится. Спокойно. Вал прокрасил. Здесь смазал. Резьбу тоже промазал. Вот. Ну, немножко здесь вот не высохло. Затер. Вот. Но это подкрасится. И это не главное. Главное то, что я их разработал. Разобрал, помазал, покрасил. И желтый цвет. То есть, главное то, что я их всегда найду. Вот. Все, вот такой обзор, ребят. Ну, лучше, конечно, может быть, даже красить с баллончика. Или поливизатором каким-нибудь. С компрессора. Вот. Ну, я красил валиком, кисточкой. То есть, в принципе, вот такой результат. Но в целом меня все радует. Все, всем счастливо, всем пока.